Итак, ребятки, всех я вас снова приветствую. Вы пока подтягиваетесь, я немножечко здесь подготовлюсь. Как говорится, видит Боженька, один из. Давайте так скажем. Запись данного расклада я планировала еще в первых числах июля. Но по тем или иным ситуационным причинам я или так получилось, что он откладывался. Ну и, видимо, как поется в песне, наконец настал тот час, да, когда пришло, видимо, время этому всему почему-то именно сейчас перед покровой вскрыться. Загадывать можете кого хотите. Сразу скажу, будем смотреть женщину. И еще, кстати, кто присоединяется, девочки и мальчики, отпишитесь по качеству звука и видео. Мне сейчас кое-что тут просто надо подготовить. Одну волшебную свечу. Надеюсь, кофе все приготовили себе с печенюшками. Потому что, скажу сразу, будет забавно и весело. Все отлично, все хорошо. Музыка, да, музыка весьма и весьма под определенной энергией. Добрый вечер. С нами все те же. То есть я так смотрю, девочки и мальчики, у нас определенный костяк образовывается. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Итак, с этим человеком вас сводили высшая сила. И новости о нем вам тоже высшая сила передавали. Это кармическая ситуация. Вы должны были проработать свои иллюзии по поводу людей в общем, глядя на этого человека. А этому человеку, в отличие от вас, очень тяжело общаться с предками духами рода. Этот человек так какой-то затык и не может проработать. Возможно, вы должны были человеку этому помочь, могли, возможно, даже хотели. Искренне, по-настоящему, но он по какой-то причине решил, что он сам разберется, еще вдогонку выставил вашу помощь как то, что вы какашка, говняшка и тому подобное. То есть, короче говоря, там затык на доверие у человека. И не только этот. Но и тем не менее. Давайте-ка посмотрим, что для чего вообще, да? И что на самом деле человек из себя представляет, кем себя позиционирует, особенно в обществе, особенно на публику. Итак, с чего бы лучше начать? Давайте так, изначально, почему вы должны были встретиться, пообщаться с этим человеком, либо что решить? По какой причине у вас высшие силы объединили, свели? Видите, все, да, карты.
Император, жрица, семерка пентаклей, туз пентаклей. Здесь высшие силы делали ставку на то, что, объединившись с этим человеком, вы привнесете кое-что глобальное. Для мира, для общества, в своем социуме, в своей семье, в вашем окружении, либо в глобальных масштабах, неважно. Так, девочки, напишите, пожалуйста, у меня ничего не виснет. У всех все нормально. Жду ваши комментарии по этому поводу. Виснет или не виснет видео? Угу, значит, у кого-то одного только зависло. Татьяна, это, видимо, у вас только. Итак, здесь вы принадлежите определенной структуре. Здесь два человека, которые ведающие, у которых есть знания. У каждого из вас есть своя структура, есть своя иерархия воздействий. Епархия, я бы даже так сказала. Вас сводила определенная энергия. Возможно, с вашей стороны это была женщина, со стороны этого человека это был мужчина. Ожидалось, что вы вдвоем привнесете туз пентаклей. Куда, как я уже до этого сказала. Здесь глобальные обороты. По итогу здесь глобальные обороты. А если взять в отношениях, значит, мужчина и женщина должны были родить и воспитать непростого ребенка, как вариант. Спасибо, что все написали. Да, значит, все отлично, все хорошо и не виснет. Ну, я вижу, да, что не виснет ролик. Так вот, для чего, да? Для чего мы разобрались? Окей. Здесь, понимаете, девочки и мальчики, здесь высшие силы делали ставки на одного и на второго человека. То есть на вас и на того, кого вы загадали. И здесь четко было ожидание результата. Результата положительного при вашем взаимном сотрудничестве, при вашем взаимодействии друг с другом. Ну, видимо, пошло все как-то по пизде, мягко выражаясь. Коль мы сейчас записываем этот ролик. Итак, давайте посмотрим на момент вашей встречи. Да, на момент вашей встречи, вот там высшие силы определили, что к чему. На момент вашей встречи энергии человека этого. Добрый день. Добрый день. Человек боролся с подселенцами. Человек очень рьяно отстаивал свои позиции через общественность, через интернет. Человек хотел выйти из закольцовок. Человек находился в 8 мечей. И опять же таки под подселением. Но боролся, старался и шел к своей цели. Этот человек был ограничен определенным мужчиной. А у вас шла перетрансформация энергии. Состояние повешенного. Не обязательно в плохом аспекте. Это когда вы учились видеть мир совершенно с других ракурсов, под другими энергиями, с других высот, на других вибрациях. Когда открываются все грани, одна за одной постепенно. Татьяна, у меня, у многих моих клиентов есть такие моменты, да, о которых вы пишете.
Здесь человек боролся, вы боролись со своими моментами. По итогу здесь должно было быть в сотрудничестве что-то мощное. Возможно, это уже не играет никакого значения, потому что что? Правильно, потому что боги богами, но у нас, у людей, у человеков есть очень важная штука, это право выбора. И на это право выбора не может влиять никто. Не имеют на это санкций. Давайте смотреть ваши энергии на момент встречи. А вы с предками рода в сотрудничестве. Здесь вы уходили от тех иллюзий, мороков и оморочек, которые вам пытался насаждать жезловый король. Применял к вам силу. Это кармическая ситуация. Вы проходили свой путь, тот человек, о котором мы говорим, проходил свой. И так как вы уходили от этого, возможно, вы должны были помочь, либо могли помочь этому, на кого мы смотрим, справиться с подобной ситуацией в ее жизни. Оговорюсь еще раз, мы смотрим на даму. Сегодня не о мужчинах. Помимо того, что вы уходили из-под морока в иллюзии, вы уже на тот момент выстраивали для себя четкие, как бы вам так сказать, вы четко знали, что вам нужно, куда вам и для чего нужно. И еще помимо этого, вы увидели, для вас открывались грани иных миров для практиков. По этой карте, в этой колоде, это не только иллюзии там и тому подобное, мечты, да. Нет, это когда открываются очень многие грани мира, мироустройства. Понимаете? Итак, едем дальше. Камень-то преткновения все равно возник. Вот вы общались. Как бы поначалу шло все по плану высших сил. И давайте посмотрим в определенный момент, почему этого человека запаяло в вашу сторону. Ну вот, упала штора, гардина следом, так сказать, накрыла еще кое-чем. Ну там, судя по всему, весь потолок рухнул на башку. Очень резко. Давайте-ка узнаем, почему, по какой причине. Что этот человек на самом деле о вас думал? Этот человек видел, что вы стабильно трудитесь над своим проектом, детищем, что вы стабильны в энергиях, что вы перетрансформировали свое разбитое сердце, видимо, в отличие от этого человека. Вы вышли из треугольника, вы справились с 3 проблемами. Вы сотрудничаете с миром мертвых, у вас очень хорошо идет ваша практика. Либо, если кто не практик, это ваше дело, ваш бизнес, ваше хобби, ваша семья, ваша дружба с кем-то, ваше общение с высшими, с низшими силами. Как на самом деле относились вы к этому человеку? Вы прекрасно понимали, что общаясь с этим человеком, особенно если это касается ритуалов, на пару с этим персонажем, то вы бы могли разрушить очень много, видимо, какого деструктива. Давайте я башню уточню.
Здесь бы вам помогли высшие инстанции, причем довольно-таки высокие, потому что здесь две вот этих карты, да, как бы видим. Здесь вам бы помогли не только очистить себя. Волна от общего сотрудничества с данным персонажем была бы аховская. Задела бы многих, очистили бы многих. Через ваш тандем в ритуалике прошла бы такая энергия, через которую кое-кто мог бы выйти из светлых. То есть вы бы организовали портал для перехода определенных энергий на эту планету. Вот так. Вы это прекрасно понимали и знали. Вы чувствовали, что вы с человеком на одних вибрациях. Давайте я так скажу. Близки по духу. Понимаете? Что этот человек думал, что его... Да, я спрашивала, что его запаяло? Ваша стабильность его запаяла. То, что вы справились с тем, с чем человек не в состоянии на тот момент был справиться. А справился ли сейчас? Не справился. В тот же урок. Человек проходит под энергиями императрицы. Четко здесь я хочу сказать именно в этом сейчас аспекте. Эта барышня находится под энергиями Венеры. Она в тот же урок впрыгивает через Любятину в кубкового короля. И еще момент. Еще момент. Этого человека пожирает христианский эгрегор. И работает он по ее слабому месту, через ее влюбленность, через ее непроработанные аспекты. Ее подцепили через мужика, как вариант. Если же нет, здесь подавление силы воли человека через мир мертвых. Человеку очень тяжело дается то, что он транслирует как что-то легкое, что-то само собой разумеющееся. Здесь игра на публику, знаете, какого аспекта? Что у меня все хорошо, замечательно. А по факту человек, практически обесточен. А ну-ка, знает он о том, что приближается ко дну? Да, его высшие силы предупредили. Ее. Она предупреждена высшими силами. Давайте так. Если брать вот эту позицию, что вас запаяло, в том, что вы прекрасно понимали, что да, как и от вас, так и от этой дамы, зависит глобальный результат в плане того, что выберете вы и что выберет она. Вы понимали прекрасно, что здесь дело фортуны сыграет очень большую роль. И знаете, что вас запаяло? Давайте скажем так. Я сейчас еще уточню, что лично вас могло запаять. В том, что вы видели глобальность корпорации, да, друг с другом. И увидели, как этот человек просто плюнул на это. Хотя может позиционировать себя как великим магом, практиком. Но по факту он не делает серьезного шага вперед. Сейчас объясню. Сотрудничество друг с другом нескольких практиков несет определенную задачу. То есть люди не просто так собираются друг с другом и занимаются магией, давайте так скажем. На это все есть определенное видение высших сил, с чего мы, собственно, и начали.
Естественно, сейчас собираются различного характера и плана люди, и тем не менее, мы сейчас говорим именно об этой ситуации. Давайте, коль мы так... Понимаете, по этой позиции я бы не сказала, что вас это запаяло. Вы прекрасно понимали, что человек может сделать ставку как в плюс, так и в минус. Давайте посмотрим, что вас запаяло в этом человеке. Вам тяжело стало с ним общаться. Возможно, вы увидели, что на человеке есть подселение. Человек позиционирует себя как одинокого, который ищет свет внутри себя. Но по факту человек просто стремится жить гедонизмом. И ему тяжело это дается, он тащит, вывозит как может, как умеет, как получается. Но по итогу у меня такое впечатление, что человек сам себе создает проблемы и рисует их там, где их нет. Еще раз повторюсь, у этого персонажа глобальный разворот на доверие. Здесь человек не смог различить добро от зла, давайте так скажем. И ему проще видеть во всех врагов, нежели признать, что кто-то может помочь. Здесь еще из области «я великая могуйка» может проходить, и мне ничья помощь не нужна. Если вам тяжело, Хикари, находиться рядом с человеком, значит, он вас вампирит. Он давит, угнетает, потому что внутри него нарастает эта гнетущая ситуация. Вы поняли в какой-то момент, что этот человек потерял свою осознанность, и его понесло. Просто понесло. Ну вот сейчас мы о серьезных вещах поговорили, ну а теперь давайте перемыкаться на более глобальное. Какой деструктив этот человек на вас сделал? По итогу, все, вы не общаетесь, здесь такая ситуация, когда вы сделали выводы от того мракобесия, которое написал, либо озвучил, либо сказал данный персонаж. Вот бывают ситуации, когда ты просто отходишь. Ничего никому не нужно, то есть там доказывать, либо еще что-то. Отойди и посмотри, что человек будет делать дальше. Зачастую начинаются просто, цирк дю солей отдыхает. Итак, давайте скажем так. Здесь я четко увижу, что человек видел вашу стабильность с силами, с энергиями, с родом, с семьей. Здесь зависть. Здесь проходит зависть. Почему? Потому что человек с этим справиться не может. И здесь проходит такой аспект, что даже если вы сказали, давай я могу тебе помочь, отблагодаришь, чем посчитаешь нужным. В итоге у этого человека пошла белка, что я все сама. Я все умею. А в итоге, оказывается, не умеет. Итак, давайте посмотрим по итогу. Перепрыгиваем все эти душевные моменты. Что человек из деструктива именно в магии делал вам? Работа с высшими силами раз перебивалась. Здесь зависть к тому, как вы чувствуете поток пространства и энергии. Знания, которые вам шпарят от высших сил. Здесь четко магия на это. Магия на ваших детей.
Магия на ваше детище. Работа из-за эгоизма. Здесь ваше сотрудничество с энергиями. Лично в этом аспекте я могу сказать так. Вы темные, светлые. Вот триада, к которой была зависть. Девочки, кто не в магии, кто только начинает, значит вы человек, который принимает себя таким, какой он есть. Вы можете принять свои худшие стороны и принять и классные стороны, да, и не, петь песни о том, что я там великая грандиозная богиня и претендую на звание Мать Терезы. Понимаете, в каком аспекте? И здесь из области, вот, если я кому-то что-то пожелал, то это как в песне Чайфов, по-моему, не доводи до предела не доводи. И да, я это в себе принимаю. Тоже как вариант, ребят. Вот какая была магия. Здесь еще барышня трудилась в сотрудничестве с кем-то по вам. Здесь четко магия, здесь одурачивание, перекрытие потока. Перехват, понимаете? Перехват. Нужно то, что есть у вас, чтобы она могла ярко заявить, что она сама себе помогла решить эту проблему. Вот так-то. Здесь не принятие того, что другой практик тебе поможет в том, где у тебя не выходит, а ты помог бы. То есть в этом случае вам этот человек бы помог в том, где у вас есть затык. Понимаете, это всего лишь, мать его, равноценный обмен. И он даже здесь не состоялся, понимаете, по факту этот обмен. Почему? Потому что у человека, повторюсь, попадали карнизы со шторами. Есть затык, я не могу преодолеть. И помощь я не приму. Потому что я могу все сама. Я все сама. Это я цитирую кое-кого. Ну и по итогу 5 мечей. Я это называю меряться писюнами. Эту карту, понимаете? В итоге этот человек начал с вами меряться писюнами. Ой. Давайте так, поначалу вы этому человеку что-то делали? Ого, а что так? А что так, сразу отлетело жестко? А почему 10 мечей? Чем вы отвечали? О, вот это вы въебали. Вы, может, даже не подозреваете, девочки, вы здесь ментально хорошо просто разодрали эту клушу. Свечная магия, отжиги, отливки, ритуалика. С кострами у кого была, вообще на ура пошла. Причем, коль в дорогах делано. Тут прям 10 мечей по всем чакрам, да еще и кое по каким 2 дополнительным вдолбили. Даже 3. Есть определенные узлы у людей, кроме 7 нам знакомых чакр. Вообще их намного больше. Выше 7. Но есть и нижние кое-какие. Видимо, эта персона, знаете, что она делала? Она могла через астральный план подсылать сущей в ваше пространство, дабы те копировали ваши знания, ваши ритуалы, ваши проекты, особенно ваши договора, связь с темными и со светлыми. А ну, по какой причине я сразу так 10 мечей отлетела? Мне аж интересно. Давайте так. Именно по какой причине так жестко, прям сразу же так
шандарахнуло. А потому что вы поняли, что этот человек с вами начал конкуренцию. Тупо конкурировать. Хотя вы к человеку искренне относились, не имели никаких вот этих 5 мечей за спиной и хотели просто помочь. А знаете почему? Потому что вы делали ставку на более высокие ценности и цели, которые отдаются высшими силами. Вы думаете, практиками просто так становятся? Нет, это для чего-то. На это всегда будет цель от высших сил. Эта энергия не принадлежит никому. Мы просто транзитом, понимаете, можем это в себе открыть, выполнить свою роль и идти дальше. Понимаете? Вот такой отлет в 10 мечей возможен сходу. Только когда вы отдавали, а человек нет. Среди практиков это на раз-два срабатывает. То есть там энергии быстрее идут. Вот так-то. Давайте так посмотрим. А какие влияния на данный момент на вас могут быть от этой кобылины? Ой, девочки, здесь на 2 потока расход идет. Кому-то актуально делает на треугольнике, то есть чтобы пара ваша развалилась, ваше сотрудничество с кем-то развалилось. Либо же это все уже позади. Почему? Потому что эта баба вошла в энергии королевы Кубкова. Я же сказала, там пошла подцепка через мужика. Она посчитала, что она встретила любовь всей своей жизни. У нее теперь будет все тип-топ. Она отработала свою карму. Эх, 15-й он такой, да. Когда его не принимаешь, хотя на то были все возможные качества, он очень интересно работает. И плевать, через какой эгрегор. Ему насрано. Он найдет твои слабые стороны и как въебет по ним. Да, потом только держись покрепче, так как начинаются горки на виражах. Итак, я вам хочу сказать, что эта баба еще встряла в такой же оборот, с которого вы начали свою трансформацию, девочки и мальчики, да? Когда мы ошибаемся в людях, на которых делаем ставки, которым доверяем, которых принимаем в свое пространство, выбираем мужья, в жены, а не тех. Мы просто учимся. То есть здесь 2 аспекта, ребят. Сейчас я уточню. Ой, а вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот коль она вам делала на распад вашего содружества, вашей семьи, а теперь как бы, ну, в ее жизни подсирает 2 мужика-практика. И один и второй ее имеют. Один мстит, другой имеет. Это все отлетает по ее детям. Здесь четко один ребенок показан. У нее не один ребенок, скажу сразу. Может проигрываться для кого-то. Но по одному бьют жестко.
И вы знаете, в чем затык этой бабы? Она позиционирует себя, что она уже прошла свой урок, да, с бывшим мужем, готова к новым отношениям, но на самом деле она еще цепляется за него. Либо нужна какая-то выгода, либо просто отомстить, либо еще какие-то аспекты. Не хочу туда лезть. Но тут такое впечатление, что баба сама не определилась. Либо же просто держит возле себя мужика, которого, в принципе, пора уже отпустить. Да, здесь с прошлого мужик, здесь союз из прошлого. Общие дети могут быть. А она вот, нет, я буду мстить до последнего. Вот так вот. И по факту человек теряет стабильность и свойства королевы Пентаклей. И здесь сотрудничество с Землей, со стихией Земли, да, с планетой Земля, с той же хозяйкой кладбища, если хотите, полностью в разбалансировке находятся. Ей мешают. И знаете, в чем парадокс? Она сама себе мешает, создавая проблемы. Вот что у нее сейчас происходит. Она теряет себя как практик. То есть свойства королевы жезлов эта баба утратила. И все-таки я хочу посмотреть, есть ли что-то сейчас, какое ее мнение о вас сейчас. Она считает, что вам очень трудно выстроить семью, либо же, что вам очень трудно сотрудничать с другими людьми. У вас как-то возможно, вы там с друзьями поругались, да, там с партнерами, с детьми, с родными, ну вот такого плана. А почему ты так думаешь? Потому что ты это делала? Почему ты так думаешь? Считаешь, что это твои влияния так сработали? Да, этот человек за вами подсматривает. Как сработало? Как сработало? Подглядывает за вашими семейными ценностями. А знаете, почему она так думает? Она еще, кстати, почему-то думает, что вы пьете. Эта дура вам делала, наверное, какой-то переклад. Все возможно. Я этот 15-й выпал. Я сейчас с ним побеседую отдельно, видимо, по этой красавице. Пришло время ему высказаться. Здесь по 4 кубков я могу еще сказать так, что эта женщина уверена, что вы не видите, какие блага вам даются. Либо же здесь надежда на то, что вы не заметите, что эти блага ею пизжены были из вашего пространства. Понимаете? Итак, давай-ка 15-й вечер в хату, как говорится. Раз он сам вышел, он, видимо, уже просто, не вынес этого всего. Итак, давайте, что 15-й нам скажет об этой женщине? Что ты хочешь о ней сказать, что мы знать должны? У нее переход. На нее куча крадников надета. Итак, девочки и мальчики, кто чистит себя, обраты дает? Либо кто уже на других уровнях и баш на баш откидывает вот таким вот уклепошным. Я вам скажу так, все, что было пизжено у вас, вернется обратно.
Сейчас, секунду. Что за обмен? Обмен. Здесь вы от чистого сердца сделали человеку какое-то предложение о помощи, решить проблему, помочь, подсказать, показать, куда зайти, когда зайти, кому зайти. Давай я тебе помогу, давай, понимаете, здесь, ну, конкретное предложение помощи от чистого сердца вами. А ее обмен, на что это наткнулось? Ее обмен вам. Ну и вот смотрите. Здесь человек перекрывал вам ваши знания, вашу связь с высшими инстанциями, которые вам давали подсказки. Но делая это, она многим из вас, эта баба, помогла выйти из-под влияния христианского эгрегора, как вариант. Либо из-под влияния другого эгрегора, но это под вопросом. Либо пыталась вам это перекрыть, потому что она знает, что вы вне эгрегоров. Это для практиков, кто реально вне эгрегоров находится, кто из-под их влияния вышел. И когда эти эгрегоры теперь только в помощь, но не имеют. Вот так-то. Видимо, у этой бабы получилось очень косо выйти из-под этого влияния. Но, насколько я вижу, она ни хрена не вышла, он ее тупо жрет. Потому что выходить из-под влияния Х нужно явно не так, как это сделала она. Давайте скажу так. Вот реально. Я знаю, что у меня здесь сейчас в прямом эфире сидит один человек, который, блядь, вот в курсе, о ком я говорю. Понимаете? Вот, ну, и, ну... ржет. Просто ржет. Ну, я же говорю, не просто так. Не просто все так происходит. Скоро покрова, и этот расклад должен был выйти, видимо, как раз перед сим праздником. Пусть это покрова и откроет многим глаза на эту красавицу. Персонажиху, блядь, как я их называю. Хорошо, что еще 15-й хочет сказать? Здесь, вот, ребята, давайте так, я не хочу, блин, всего вкидывать. Вот это, вот эти вещи, основополагающие от 15-го вам. Посмотрите внимательно, заскриньте себе вот эти 4 карты, подумайте над ними. Здесь вот для матерых практиков, ну прям четко и конкретно. Молодцом. Молодцом. Итак, давайте, что еще 15-й сказать хочет по поводу этой? Вельзевула вызывала, кстати. Срать он на нее хотел. Это я цитирую сейчас. Но мне не он это говорит, другой. И, кстати, их 3. Она пыталась сотрудничать не с одним демоном. Для практиков, девочки. Коль вы говорили, что вы сотрудничаете с каким-то демоном, она тут же бежала, блядь, узнавала, как ей туда влезть. Дура. Хотя потенциал был. Ну, уже был. Так, хорошо, дальше. Что о ней хотят сказать? Я же сказала, потенциал был. В прошлом у человека была очень классная сцепка с высшими силами. Почему? Потому что, видимо, что-то было проработано в верном аспекте.
этой дамой, и были даны определенные плюшки. Но сейчас это все вошло в умеренность, болото. И обнуление полное. Полное обнуление возможности сотрудничества с высшими энергиями. Оксана, таких отговаривай, не отговаривай, им просто в болоте удобно, понимаете? Хорошо, а что там по умеренности? Ее сила обнулена, девочки и мальчики. Все, сила в обнуление ушла. Сразу в болотце, потом... Вот теперь полностью в ноля уходит. Здесь человек, знаете, как безвольное существо. В безвольное существо могут превратиться люди, которые вот эти все привороты им творят, там, да, и тому подобное. Там много каких аспектов, как это срабатывает, но это когда человеком управляют бесы, демоны, лярвы, сущности, мертвяки. Вот кому не лень, заходят и делают, что хотят, жрут, питаются. Я не знаю, как это назвать. Это представьте, что презерватив, в который влазят вот разнообразные члены общества, да, определенных энергий. Вот презерватив в данном контексте это физическое тело этой бабы. Вот так-то. Вот это и есть значение смысла безвольное существо. Воюет за энергообмен, воюет за любовь, воюет за какой-то союз. Но, блядь, 5 кубков накрыла. А никак. Никак. И уже пора, да, отказаться от какой-то драки, понимаете, вот от какой-то драчки со всеми, на рожон лезть, искать на жопу, блядь, приключения, растрачивать свою энергию, свой потенциал, кидаться на кого надо, на кого не надо. Любви, говорит, хочу, но нет. Искренних друзей хочу, а нет. Что ты там просрала? Работа на кладбище перекрыта, все, не работает. А что осталось у тебя? Ой, ну знаете, здесь еще какие-то фамильярчики остались, не видит их. Не видит, на них ставки не делает, потому что решила, что она, опять же повторюсь, я все сама, я великая могуйка. Ребята, я, конечно, не знаю, кто как из вас, но сотрудничество с демонами, это, блядь, ребят, это ж не так просто, как звучит из моих уст, понимаете? Она здесь вот такая баба решила, что, опа, вот так, у вас это идет, а что ей нельзя? Только вопрос в том, как вы к этому подходите. А вот она, так как вы явно не подошли, понимаете? Так как не надо было подходить. Это для кого это актуально, девочки? Это не для всех. Давайте так. Хорошо. С кем воевала? За правосудие я воюю, я всех накажу, я всех оштрафую, я в этот мир пришла для того, чтобы вершить справедливость. Фу! Ну вы поняли контекст, да? Состояние психики человека. Ушла. Говорит, теперь сотрудничество хочу, а нет сотрудничества. А знаете, в чем прикол? Как высшие силы сказали, гляди, ты хотел человека, который с тобой на одних вибрациях. Твоя душа, требовала поддержки, да, сотрудничества, содружества. Хули ты плюнула в душу? Не ценишь? На, получи, посиди, подумай. Понимаете? Поэтому теперь этого и нет.
Человек с вами не прошел какой-то свой затык. И здесь, понимаете, здесь быстро, в ускоренном режиме все это происходит. Что еще за нее нам надо знать? Ой, то, во что Дольга вкладывала. Здесь, знаете, человек очень скрупулезно, долго нарабатывал сотрудничество с предками, духами своего рода. Вам это далось на порядок легче. Хотя, возможно, это она так думает. Потому что у каждого из нас своя, блядь, история, ни хрена не веселая и не радостная, правда? Как мы начинаем это сотрудничество и по каким причинам вообще мы просыпаемся от этой майи. Долго старалась, вкладывалась, реально долго вкладывалась, шла, блядь, свой путь на просветление. И он полностью теперь 5 пентаклей закрыт. Это духовное, физическое, материальное, бомжара. И куда ты там идешь? Я, говорит, раз так, я... Ну, опять же таки, или к мужику, ей какой-то мужик нужен, ну, именно поиметь хочет 9 пентаклей, либо же кого-то видит очень выгодным партнером по браку, хочет себе, чтобы этот дядька мужем ей стал. Вот. Либо же здесь побеги к темным энергиям, мол, 9 пентаклей мне нужна. Понятно? Ну и смотрите, чем закрывается состояние этой дамы. Паж мечей, встречают ее вот эти все. Закрывается 9 пентаклей. Понимаете, вот она идет к нему, просит, тут определенная энергия просто блокирует все запросы, кому бы она ни обращалась, тем более из темных. Понимаете, результата, говорит, хочу. Возможно, у нее был этот результат, но теперь он ей не дается. Но, повторюсь, эта женщина позиционирует себя с точки зрения человека, у которого все окейушки. Ну, а по факту здесь как бы так бы, да, как вы видите. Слушайте, не буду я там... Нет, не та. Сейчас я колоду хочу взять. Другую кое-что посмотреть, что за силы. Ой, а силы темные, сразу вам хочу сказать. Здесь боги будут общаться. Я хочу понять, что это сила. Что это сила? Вот понимаете, она-то обращается к темному, да, пришла там, а эта сила хренак и перекрыла ей все. Вот прям как отрубила вот. Что за сила? Нормально так, маг сразу выпадает. О. Сейчас, девочки. Я даже далеко и не дошла. Значит, смотрите, секунду. Что мне сказать? Здесь, помните, 3 кубка выпадала, но здесь она тоже выпала. Здесь сотрудничество энергии, здесь, смотрите, это вообще жесть. Из 6 карт 5 старших арканов. Знаете, что за сила ей дорогу перекрывает во всех ее практиках, сотрудничествах? Это Анубис. Но Анубис, который не сам действует и работает. Здесь Анубис в сотрудничестве с высшими инстанциями, то есть ангелы, архангелы и более высокие эпостаси.
Здесь также могут присутствовать такие создания, давайте скажем так, крылатые. И на нее направляется определенная магия этими силами. Она, понимаете, она как будто бы просила, в вашем лице получила как подарок и плюнула. Она не вам в душу плюнула, понимаете? Она плюнула высшим силам. Ну вот я всегда привожу такой пример. Вот у многих из нас есть дети, да? Да неважно, даже если это не дети. Ну, к примеру, просит у вас ребенок: мам, там, пап, купи мне тортик, купи, ну купи тортик. Вы приносите этот тортик, ребенок берет, блядь, и кидает его на пол. Вы ему принесете еще один тортик? Нет. Ну нет. Вот так высшие силы принесли ей этот, мать его, тортик в виде вас. Она по своим затыкам не смогла. Здесь гордыня. Потому что здесь человек увидел вашу силу, ваш дар, и такая: у меня такого нет, как-то так. Понимаете, что-то вот из этой области. И понеслась. Я здесь даю даже 1000%, что вы в большинстве случаев отпустили эту кобылину от греха подальше из своего пространства и даже ни хрена толком не откатывали ей. Ну, то есть обратно не давали. Просто чистились. Шли своим путем дальше. Но у нее там целая эпопея по поводу того, что вы ей сделали. И, видимо, либо ваши чистки, здесь проигрывается тот фактор, что если вы, коль вы увидели вот это вторжение в ваш астрал, в ваше пространство, вы въебли, ну, обрат такой нормальный дали. И забыли, блядь, потому что у вас других проблем куча, понимаете? Другие дела, другие приоритеты. Ну, вот в итоге она варится вот в такой вот ухе теперь. Вот она плюнула этим высшим силам. Потому что здесь, ребята, ну, здесь серьезно. Здесь такие выходят, которые, ну, много кто здесь выходит из сил. А еще это аспект, знаете какой? Значит, обращение было к разным. И то, и сё, и блядь, все хочу. Все хочу, все умею. Давайте я скажу так. Есть люди, которые... У каждого практика, у каждого человека, да, своя методика сотрудничества с силами. Ребят, есть люди, которые сотрудничают только с одной силой. И поверьте мне, ну, много достойных вещей делают. А есть люди, которые знакомят других людей с разной силой, понимаете? То есть немножечко другая направленность. И, естественно, если тебе дано сотрудничать с одним, нахрен ты подцепляешь еще 7 энергий сверху. Тебе это не всралось, ты не вытянешь это. Потому что твой род на это не заточен, родовая ветка просто не заточена на это, не хватает движка на это от родовой системы. Не лезь. Тебе дано, вот здесь человеку было дано, и человеком было похерено. Потом в следующих моментах, не знаю, как будет там по времени, уделю этому аспекту внимания. Что сейчас у этого человека, понимаете? Потому что в моем конкретном случае, когда я вообще и, ну, думать не думала, провела определенный ритуал для того, чтобы вскрыть крыс. На нее очень хорошо сработало, и она то ли с подруги телефона, то ли еще откуда-то написала, что я жива, со мной все хорошо, и мне твоя помощь не нужна. То есть, ну, понятное дело, что накрыла. Ну, на что я ответила, что давай, хоть ты дождешься теперь моей помощи, блядь. Давай-ка ты все сама теперь. Ты ж все сама? Давай все сама. Нахрен мне тебе помогать. Понимаете, вот здесь точно такая же ситуация.
Просто баба вскинулась на один из ритуалов, который подчищал крыс в пространстве. Я постоянно делаю эту ритуалику. Я прекрасно отслеживаю, кто, когда, для чего ко мне обращается, в какие моменты. Так что вот так вот, ребят. И такой расклад замечательный и дивный был у нас на сегодня. Я думаю, что вот реально здесь, понимаете, это не то, чтобы соперница, там, бывший, там еще кто-то. Здесь более глобальный аспект идет. Вот реально вы с этим человеком, понимаете, вы понимали, что вы видели, что если бы ДКБ этот человек... Он позиционирует себя с такой точки зрения, когда вы посчитали, что он ваших вибраций, понимаете? Возможно, он на тот момент и находился на таких же вибрациях. Но ведь все мы всегда делаем выборы, от нас зависит, да? Либо, блядь, в дно, либо же, ну, как-то расти и развиваться. А человек на это плюнул, просто плюнул. Хотя там новый этап просто должен был быть. И там вообще жесткое непринятие, что у вас больше знаний и понимания этого всего. Так что вот так вот. Ну да, это и либо дружба, либо по меньшей мере вы к человеку, ну, искренне, там, тепло, да, относились, сердечно. То есть без никаких там желаний что-то поиметь с него и тому подобное. Но тут вот как-то так, девочки и мальчики. В комментариях, у кого будет желание, отпишитесь, как у кого проигрывается. И, ребят, отдельная благодарочка всем тем, кто оставляет комментарии. Вот, кто не проходит по этому поводу мимо. Я всех прекрасно помню по вашим никам. Я могу сказать сразу. Я не злопамятная, я просто иногда злая, и у меня хорошая память. Ну, это я в шутку, конечно, ребят, но у меня очень хорошая память, особенно визуальная. Поэтому не думайте, что я из всех людей, подписанных на моем канале, не знаю, кто есть кто. Вот так-то. Поэтому тех, кто у нас, так сказать, активисты, да, отдельно вам благодарность всем. Вам побольше света, любви и благости. От высших, от темных, да неважно. Главное, чтобы вам в пользу пошло. Ну, а всем остальным добра этого мира, особенно осознанным. Всем пока-пока.